Всем привет! Сегодня для вас я подготовила вот такие вот носочки-слитки. Очень красивые, удобные. Вяжутся они совсем несложно на двух спицах, а выглядит очень красиво. Данные слитки я вязала из пряжи Alizella на Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав 51% акрила и 49% шерсти. Вязала спицами 3,5 мм. На данные носочки ушло меньше моточка пряжи. Грамм 80. Но в чем прелесть данных носочков? Что вы можете вот этот вот манжет в самом конце вязать на такую высоту, сколько пряжи вам хватит. Можете его повыше связать, можете пониже. Манжет мы вяжем в самом конце. Прежде чем приступить к вязанию вот таких вот шикарных носочков, давайте разберемся с принципом их вязания, чтобы вы их смогли связать на любой размер вашей ножки. Я свои носочки вяжу на размер ножки 37, но полотно очень хорошо тянется. И они подойдут от 36 до 38. Но так как плотность вязания у всех разная и пряжа может быть разная, поэтому ориентируйтесь больше не на мои количество рядов, вывязанных в данных носочках, а на количество сантиметров, которые вы должны получить. Мои носочки вяжутся вот из такой вот длинной заготовочки. Изначально вывязывается пяточка в развернутом виде. Затем вяжется стопа, пальчики, верхняя часть, вот это. И затем только вывязывается манжет и закрываются петли. В самом начале я набирала 23 петли. Получается 23 петли это половина наших носочков. Если у вас ножка сильно полная, либо сильно худенькая, тогда плюс-минус пару петель регулируйте самостоятельно. Смотрите, изначально я делала убавки, затем прибавила все петли, которые убавила. У меня как было 23 петли, так дальше они и сохранились, эти 23 петли. Но здесь главное определиться, сколько вязать в длину стопу нашу. Получается, я свои слитки вяжу на размер ножки 37. Я сбоку оставлю таблицу, где для каждого размера ноги соответствует длина стопы в сантиметрах. И для 37 размера соответствует длина стопы 23,5 сантиметра. Я от 23,5 сантиметров отнимаю 10% на растяжение, так как очень хорошо тянется наше полотно. Наше полотно резиночкой 1 на 1 провязано. И это получается 21,15. Я округлю до 21 сантиметра. И получается пяточка и стопа. Вот эта вот часть у меня должна будет получиться в 21 сантиметр. Вы также рассчитайте для своего размера ножки, сколько вот эта вот часть в длину у вас должна получиться. Как я и говорила, 21 сантиметр. И после того, когда мы вывязали пяточку и стопу, далее мы точно также провязываем пальчики и верхнюю часть наших слитков. Точно такая же одинаковая часть. Получается две части, одна и вторая, они совершенно одинаковые. Ширина моей заготовочки примерно 9,5 сантиметров. Получается, так как вот эта вот часть у меня составляет 21 сантиметр, соответственно, две таких части у меня будут составлять 42 сантиметра. И далее в самом конце мы прибавляем с вами петли с каждой стороны и провязываем манжет. Как я уже говорила, высота манжета может у всех отличаться. Если у вас ограниченное количество пряжи, просто вывязываем пряжу, сколько у вас есть, и закрываем петли. Если вы захотите повыше связать манжет, либо поменьше связать манжет, ориентируйтесь по своей ножке. Далее закрываем петли и сшиваем. Чтобы вы не пугались, смотрите, все смотрится очень красиво и аккуратно. Швы очень аккуратные. Если вы захотели связать данную модель слитков вместе со мной, берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. В
В самом начале я набираю на спице 23 петли, но если вы решили для себя набирать на пару петель меньше, либо на пару петель больше, набирайте ваше количество петель. Приступаем к вязанию. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, на протяжении всего вязания. И далее вяжем 1 изнаночная петля, 1 лицевая. Данные 2 петли повторяем. 1 изнаночная петля, 2 лицевая, 1 изнаночная петля, 2 лицевая. И таким образом у нас получается резиночка 1 на 1. Провязываем полностью весь первый ряд, чередуя 1 изнаночную и 2 лицевую петлю. В самом конце провязываем 1 изнаночная петля, и последняя кромочная петля провязывается также изнаночной петлей на протяжении всего вязания. И начиная со второго ряда мы с вами будем убавлять петли. Это мы делаем убавление для пятки. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее следующие 2 петли я должна провязать вместе за нижние стеночки петель, но уже с наклоном влево. Вот таким вот образом. 2 петли вместе. Далее провязываем все петли по рисунку резиночкой 1 на 1, не довязывая 3 петли до конца ряда. У нас также будет чередоваться лицевая и изнаночная петля. В самом конце, когда у нас остается на левой спице 3 петли, мы первую и вторую петлю провязываем вместе одной лицевой, но уже с наклоном вправо за верхние стеночки петель. И последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Таким образом мы с вами провязали второй ряд с убавлением петель. Третий ряд, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее вяжем все петли по рисунку. У меня получается изнаночная и еще одна изнаночная петля. Далее лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть все петли по рисунку. В самом конце у нас также будет провязываться 2 изнаночные и кромочная. Довязываем третий ряд самостоятельно. Четвертый ряд, и в этом ряду мы также с вами убавим 2 петли. Получается, убавляем с вами петли через ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Следующие 2 петли я провязываю вместе одной лицевой за нижние стеночки петель с наклоном влево. Далее я провязываю все петли по рисунку. Как они у нас располагаются, так мы и вяжем, не довязывая 3 петли до конца ряда. И в самом конце, когда у нас остается на спице 3 петли, первую и вторую петлю я провяжу вместе одной лицевой. Для этого я переверну свои 2 петли, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху, и провязываю за верхние правые стеночки петель 2 вместе петли, одной лицевой с наклоном вправо и изнаночная петля. Следующий ряд мы провязываем все петли по рисунку. Первую кромочную петлю я сняла, не провязывая. Далее у меня идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и так далее. Провязываем полностью весь ряд. Последняя петля провязывается изнаночной. И таким образом мы с вами будем убавлять петли до тех пор, пока у нас на спице не останется 11 петель. Получается, в следующем ряду мы с вами убавляем 2 петли, далее переворачиваем вязание на лицевую сторону и с лицевой стороны провязываем все петли по рисунку. Обратно с изнаночной стороны убавляем 2 петли. С лицевой стороны провязываем все петли по рисунку. Встретимся, когда у вас будет располагаться на спице 11 петель. Вот таким вот образом выглядит наша заготовочка. Смотрите, я повешала маркер на изнаночную сторону. Это та сторона, где мы с вами убавляем петли, провязывая по 2 вместе с каждой стороны. Сейчас я убавила петли, провязала изнаночный ряд. Переворачиваем вязание на лицевую сторону и провязываем все петли по рисунку. Первую петлю снимаем, далее
изнаночная, лицевая и так далее. То есть сейчас у нас располагается на спице 11 петель, убавлять петли мы больше не будем. И начиная со следующего ряда изнаночного, мы с вами будем прибавлять петли обратно до 23 петель. Получается, лицевой ряд мы только что с вами провязали. И теперь приступаем к прибавлению петель по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжу 1 лицевая петля. Далее накид. Провязываю дальше все петли по рисунку. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так мы провязываем, пока у нас на спице левой не останется 2 петли. У нас на левой спице располагается 2 петли. Изначально мы делаем с вами накид. Далее провязываем по рисунку лицевая и кромочная. Переворачиваем вязание на лицевую сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее у нас идет 1 изнаночная петля по рисунку. Дальше накид и лицевая петелька. Так как это вот у нас петля лицевая, значит накид должен провязываться изнаночной петлей. Провязываем за короткую стеночку петли накид 1 изнаночной петлей. Это для того, чтобы у нас в нашем полотне не образовывалось дырочек. Далее лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И дальше у нас идет накид. После лицевой у нас должна идти изнаночная петля. Значит, у нас накид провязывается изнаночной петлей. Только за короткую стеночку петли провязываем. Она у меня располагается снизу. Вот таким вот образом. Далее по рисунку изнаночная и кромочная. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и обратно прибавляем в изнаночном ряду 2 петли. Получается, все прибавления и убавления у нас делаются на изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее у меня 1 лицевая петля по рисунку. Делаем накид. Следующие петли мы провязываем также по рисунку. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так провязываем по рисунку петли, не довязывая 2 петли на левой спице. У нас остается 2 петли. Сначала делаем накид, далее по рисунку лицевая и кромочная. Переворачиваем вязание на лицевую сторону. Первую кромочную петлю снимаю, не провязывая. Далее по рисунку 1 изнаночная петля. И теперь смотрим, как мне нужно провязать накид. После накида у нас располагается изнаночная петелька. Значит, накид мне нужно провязать лицевой. Провязываем за короткую стеночку петли накид 1 лицевой. И далее по рисунку изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так далее. Вяжем до следующего накида. Вот я провязала петельку изнаночной, значит накид у нас должен будет провязываться лицевой. Провязываем за короткую стеночку накид лицевой петлей. Далее по рисунку изнаночная и кромочная. И таким образом мы будем провязывать наше вязание и добавлять петли до того, пока у нас на спице не получится 23 петли. Давайте еще 2 ряда мы с вами вместе повторим. Далее будете добавлять петли самостоятельно. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и добавляем 2 петли. Первую кромочную петлю снимаю, далее лицевая, добавляем петлю накидом. Далее по рисунку изнаночная, лицевая и так далее. Мы вяжем наше полотно, не довязывая 2 петли на левой спице. У нас остается 2 петли, делаем накид, далее лицевая и кромочная. Переворачиваем вязание на лицевую сторону, первую петлю снимаем, далее по рисунку 1 изнаночная у меня идет, и далее у нас на спице располагается накид. Смотрим следующую петлю после накида, она у нас лицевая, значит накид у нас должен провязываться изнаночной петлей.
Только все накиды мы провязываем за короткую стеночку петли. Вот она у нас располагается снизу. Если вам неудобно подхватывать снизу, можете накид перевернуть. И у вас короткая стеночка петли будет располагаться сверху. Вот таким вот образом провязываем. Далее лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И таким образом мы провязываем наше полотно до следующего накида. Вот мы провязали с вами лицевую петельку, и дальше у меня располагается накид. Значит, мы его должны будем провязать изнаночной петлей за короткую стеночку петли. Можем для удобства перевернуть накид, чтобы короткая стеночка лежала сверху, и провязываем накид одной изнаночной петлей. Далее по рисунку 1 изнаночная и кромочная петля. Ну вот, мы с вами провязали лицевой ряд, и у меня сейчас на спице располагается 17 петель. Далее, таким же образом мы будем добавлять петли, пока у меня не образуется 23 петли на спице, добавляя по 2 петли в каждом изнаночном ряду. Встретимся, когда у меня будет 23 петли. Я добавила последние 2 накида, и сейчас вместе с вами мы провяжем лицевой ряд. Первую кромочную петлю снимаем, дальше у нас идет 1 изнаночная петля, и дальше у нас на левой спице накид. Смотрим, после накида у нас идет изнаночная петля, значит накид мы провязываем лицевой за короткую стеночку петли. Далее по рисунку изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и так далее. До следующего накида мы провязываем петли по рисунку. Мы провязали с вами изнаночную петлю, значит накид следующий на левой спице у нас провязывается лицевой. Далее изнаночная и кромочная. Мы с вами провязали ряд по лицевой стороне. Все, убавление и прибавление петель для пяточки мы все уже сделали. Так выглядит наша пяточка в развернутом виде. Если померить в сантиметрах, она у меня получается 9 сантиметров высотой. Далее мы будем обычным ровным полотном провязывать подошву. Получается, первый ряд подошвы мы только что с вами провязали, переворачиваем вязание на изнаночную сторону и провязываем второй ряд подошвы. Первую кромочную петлю снимаем и далее по рисунку лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей на протяжении всего вязания. Таким образом, я буду провязывать обычным ровным полотном резинкой 1 на 1 нашу заготовочку для слитка, пока длина не получится в 21 сантиметр. Общая, вместе с пяткой. Вы провязываете вашу заготовочку на такое количество сантиметров, которое вы рассчитали вместе со мной в самом начале. И для того, чтобы получить мне 21 сантиметр, длину данной заготовки я сейчас провяжу всего в подошве 30 рядов. 2 ряда я уже провязала, 28 рядов я провяжу самостоятельно. Но вы ориентируйтесь не на количество рядов, а на вывязанные сантиметры. Только обязательно считайте количество рядов, которые вы провяжете в подошве, так как это же количество рядов нам нужно будет провязать на верхнюю часть ножки. Я провязала 30 рядов обычным прямым полотном резинку 1 на 1. И получилась длина моей заготовочки 21 сантиметр. Это то количество сантиметров, которое я рассчитала для своей ножки. Дальше мы с вами провязываем точно такую же часть далее. Получается, сначала убавляем петли, затем прибавляем петли и затем обычным ровным полотном. Давайте вместе мы с вами провяжем пару рядов, далее будете убавлять петли точно таким же образом, как мы убавляли петли для пяточки самостоятельно. Получается, первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, и первый ряд по лицевой стороне мы провязываем просто все петли по рисунку.
Последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону, первую кромочную петлю снимаю, не провязывая, и далее мы провязываем 2 петли вместе за задние стеночки петель одной лицевой, при этом делая убавление петель с наклоном влево. Далее петли провязываем по рисунку, не довязывая 3 петли до конца ряда. В самом конце у нас остается 3 петли на спице. Первую и вторую петлю я провязываю вместе одной лицевой и последняя кромочная. Переворачиваем вязание на лицевую сторону, и с лицевой стороны мы провязываем просто все петли по рисунку. Первая кромочная петля снимается, не провязывая, и далее у нас идут 2 изнаночные петли по рисунку, далее лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая и так далее. В самом конце у нас также идет 2 изнаночные петли и кромочная. Далее таким же образом убавляете петли до тех пор, пока у вас не останется на спице 11 петель. Получается, убавляем в изнаночном ряду 1 петлю в начале, 2 петлю в конце. Все лицевые ряды мы провязываем просто все петли по рисунку. Встретимся, когда на спице будет 11 петель. Вот таким вот образом я убавила до 11 петель. Сейчас с вами провяжем ряд по лицевой стороне. Первую кромочную петлю снимаю, не провязывая, и далее все петли провязываем по рисунку. 1 лицевая, 2 изнаночная петля и так далее. Последняя кромочная провязывается изнаночной. И начиная со следующего ряда мы с вами будем добавлять петли. Добавляем таким же образом, как мы добавляли петли в пятки. Первую кромочную петлю снимаю, далее провязываю 1 лицевая петля, делаю накид. Далее провязываю петли по рисунку, не довязывая 2 петли до конца ряда. В конце остается 2 петли. Сначала делаем накид, потом лицевая и кромочная. Переворачиваем вязание на лицевую сторону, первую кромочную петлю снимаю, далее по рисунку у меня идет 1 изнаночная петля, и далее у меня идет накид. За накидом лицевая петля. Значит, накид мне нужно провязать изнаночный. Я его разверну, чтобы короткая стеночка накида лежала сверху, и провязываю изнаночной скрещенной петлей за короткую стеночку петли. И далее по рисунку лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, и дальше у меня идет накид. После лицевой петли должна идти изнаночная петля, поэтому я также накид переверну и провязываю за короткую стеночку петли изнаночную скрещенную петлю. Далее по рисунку изнаночная и кромочная. Давайте еще пару рядов мы с вами провяжем вместе и добавим еще 2 петли. Далее будете добавлять петли самостоятельно. Получается, переворачиваем наше вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю снимаю, не провязывая. Далее по рисунку 1 лицевая петля, накид. Далее провязываем петли по рисунку. Лицевая, изнаночная и так далее, не довязывая 2 петли до конца ряда. В самом конце у нас остается на левой спице 2 петли, изначально делаем накид. Далее по рисунку лицевая и кромочная. Переворачиваем наше вязание на лицевую сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее по рисунку 1 изнаночная петля. И далее у меня идет накид. Смотрим после накида. У нас располагается изнаночная петля. Значит, накид у нас будет провязываться лицевой скрещенной петлей за короткую стеночку петли. Вот таким вот образом.
Далее по рисунку провязываем изнаночная, лицевая и так далее до следующего накида. Мы провязали изнаночную петлю и далее у меня идет накид. Провязываем его, получается, лицевой скрещенной петлей. Далее по рисунку изнаночная и кромочная. И таким образом мы добавляем петли далее до тех пор, пока у меня не получится на спице 23 петли. Добавляем петли накидами в изнаночных рядах. В лицевом ряду провязываем петли все по рисунку. Накиды также провязываем скрещенными петлями, смотрите, по рисунку, чтобы у нас образовывалась резиночка 1 на 1. Встретимся, когда у меня на спице будет 23 петли. Я добавила петли до 23 петель, и сейчас мы с вами провязываем ряд по лицевой стороне. Это будет первый ряд, который будет относиться к верхней части слитка. Первую кромочную петлю снимаю, далее у меня по рисунку 1 изнаночная петля, далее накид. После накида изнаночная петля, значит накид мы провязываем лицевой скрещенный. Далее по рисунку изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и так далее провязываем до следующего накида. Мы провязали изнаночную петлю и далее у меня идет накид. Провязываем его лицевой скрещенной. Далее изнаночная и кромочная. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее провязываем все петли по рисунку. Резиночкой 1 на 1. Одна лицевая, вторая изнаночная и так далее. У нас сейчас на спице 23 петли. 2 ряда я провязала. А всего именно обычным ровным полотном мне нужно провязать 30 рядов. Столько же рядов, сколько я провязывала вот в этой части. И у нас наша заготовочка должна получиться 42 сантиметра, так как 21 сантиметр вот эта вот часть была, и дальше точно такая же часть должна получиться в 21 сантиметр. Всего 42 сантиметра длиной. Я провязала 30 рядов. И у нас получается одна часть и вторая часть совершенно одинаковые получились. Если померить в сантиметрах, длина моей заготовочки на данный момент составляет 42 сантиметра. Все, мы с вами, получается, вывязали пяточку, подошву, мысочек и верхнюю часть слитка. Далее осталось добавить петли и провязать манжет слитка. Провязываем первый ряд по лицевой стороне. Получается, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее провязываем по рисунку резиночку 1 на 1, чередуя одну лицевую и одну изнаночную петлю. В самом конце у меня провязывается изнаночная петля и последняя кромочная петля провязывается лицевой, так как она больше кромочной у нас не является. И далее мы с вами добавляем петли. Сейчас у меня на спице располагается 23 петли. Добавить мы с вами должны примерно столько же петель, сколько располагается на спице. Получается 23 петли на 2 части равные не делятся, поэтому 22 петли на одну петлю меньше. Я делю на 2 равные части и получается с одной стороны мне нужно добавить 11 петель и со второй стороны нужно добавить 11 петель. Таким же образом вы рассчитаете, сколько вам нужно добавить петель с каждой стороны вашего полотна. На одну петлю меньше, чем находится на спице. И далее смотрите, каким образом мы будем сейчас добавлять петли вот с данной стороны. Обвиваю рабочей нитью пальчик и набрасываю петельку на спицу. Таким образом мы с вами добавили первую петлю, далее вторую петлю, обратно обвиваем пальчик, добавляем третью петлю, четвертую, пятую, шестую и так далее. Мне нужно добавить 11 петель.
11 петель добавлено, и соответственно мы с вами провязали первый ряд по лицевой стороне. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. И сейчас будем провязывать второй ряд по изнаночной стороне. Сейчас все добавленные петли по лицевой стороне мы будем провязывать скрещенными петлями, то есть за короткую стеночку петли. Первую петлю я провязываю лицевой за короткую стеночку петли, вот таким вот образом. Вторая петля по рисунку получается провязывается изнаночной, также за верхнюю короткую стеночку петли. Далее лицевая, изнаночная. И так далее, чередуя лицевую и изнаночную петлю, мы должны провязать все добавленные петли. Провязывать первый ряд немножко сложновато, далее будет все просто. Мы с вами провязали 11 петель, которые только что с вами добавили, и далее вяжем основные наши петли, начиная с изнаночной петли, получается изнаночная, лицевая и так далее. Провязываем все петли со спицы. Последнюю петлю я провязываю изнаночной, так как предыдущая петля была лицевая, и с этой стороны мне нужно также добавить 11 петель, как мы делали это вот с этой стороны. Получается, обвиваю пальчик рабочей нитью и набрасываю петельку на спицу. Первая петля, вторая, третья и так далее. 11 петель добавляем. 11 петель добавлено. Теперь вязание переворачиваем на лицевую сторону и с лицевой стороны провязываем уже третий ряд. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, скрещенной за правую стеночку петли. И далее смотрим, как мне нужно провязать петлю после кромочной, так как у нас наше вязание заканчивается лицевой петлей, поэтому считаем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Соответственно, вот эта вот петелька будет провязываться лицевой скрещенной. Провязали лицевую, значит следующая будет изнаночная скрещенная. Обратно лицевая, изнаночная, лицевая за короткую стеночку петли, изнаночная. И так далее мы провязываем все наши добавленные петли. Одиннадцать петель провязано, и далее продолжаем наше вязание. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Довязываем полностью весь ряд до конца. Последняя кромочная петля провязывается на протяжении всего вязания изнаночной петлей. Довязываем третий ряд по лицевой стороне самостоятельно. Вот таким вот образом наше полотно сейчас выглядит. Было у нас 23 петли, добавилось еще 22 петли. Всего получилось 45 петель на спице. Далее эти 45 петель будем провязывать обычным ровным полотном резиночкой 1 на 1. Провязываем данный манжет на такую высоту, как вам хочется. Если у вас ограниченное количество пряжи, тогда можете вывязывать просто пряжу вашу. Если вам захочется коротенькие носочки связать, тогда провяжите столько рядов, сколько вам нравится. Я сейчас в данном манжете провяжу еще 33 ряда. 3 ряда мы с вами вместе провязали. Всего у меня будет в данном манжете располагаться 36 рядов. И это примерно будет составлять высота манжета 15 сантиметров. Встретимся, когда я свяжу обычным ровным полотном резиночкой 1 на 1 33 еще ряда. Я вывязала мой манжет. В манжете моем провязано 36 рядов резинки 1 на 1. И если померить в сантиметрах, длина моего манжета составляет 15 сантиметров. Общая заготовочка 57 сантиметров. Но эта величина у всех разная. Далее нам с вами останется закрыть петли и сшить наш носочек.
Закрываем петли по лицевой стороне. И смотрите, если вы вдруг закрываете петли туго, тогда можете взять именно вот эту вот вторую спицу, которую будете закрывать, на размер больше, чем вы вязали данное полотно. Первую петлю снимаю, не провязывая. Следующая петля по рисунку идет лицевая. И теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Таким образом мы с вами закрыли одну петлю. Далее по рисунку у меня идет изнаночная петля. Я ее так и провязываю изнаночной. Далее первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Вот таким вот образом мы с вами будем закрывать все петли. Получается, петлю провязываю лицевой, первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Следующую петлю провязываю изнаночной. Первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Закрываем все петли на спице вот таким вот способом, до того, пока у нас не останется одна открытая петля. Получается, петельку провязываем по рисунку лицевой. Теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Петельку провязываем по рисунку изнаночной. Теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Закрывайте петли далее самостоятельно. Встретимся, когда вы закроете петли и у вас останется одна открытая петелька. Вот такой вот край красивый и аккуратный у нас с вами получился. Осталась одна открытая петелька. Далее мы рабочую нить свою обрезаем. Только обрезаем ее побольше, чтобы сшить все швы нашего следка. Далее кончик от рабочей нити продеваю в открытую петлю и затягиваю. Заготовочка для следка наша готова. Осталось ее только сшить. Сейчас я в иглу широким ушком вдену кончик от нити. Изначально мы с вами сошьем манжет. Складываем пополам. Вот таким вот образом. Я располагаю изнаночную сторону вовнутрь и ввожу иголочку в противоположную сторону за 2 дужки кромочной петли, при этом соединяя данные два края. Можно еще раз прошить с одной стороны и со второй. И теперь смотрите, каким образом мы будем с вами сшивать. По краю у нас располагаются кромочные петли. Вот косичка из кромочных петель с одной и со второй стороны. Кромочная петля состоит из 2 дужек. Одна дужка петли и вторая дужка петли. Сшивать наш следок мы будем только за дужки петель, которые располагаются ближе к изнаночной стороне. Вот с этой стороны. Также вот с этой стороны, вот за эти дужки. Получается, ввожу нашу иголочку сверху вниз в одну кромочную петлю за одну дужку, вывожу иголочку через следующую кромочную петлю, также за одну дужку петли. Вот таким вот образом. Со второй стороны точно так же ввожу свою иголочку в кромочную петлю за одну дужку, вывожу через следующую кромочную петлю одну дужку. Вот таким вот образом. Обратно идем на эту сторону, ввожу свою иголочку за дужку петли, из которой мы выводили в прошлый раз, получается, ввела, и вывожу через следующую петлю с одной стороны. Со второй стороны точно так же ввожу свою иголочку в предыдущую петельку, из которой мы в прошлый раз выводили иглу, и из следующей кромочной петли вывожу иголочку. Обратно ввожу свою иголочку в предыдущую петельку кромочную, из которой мы в прошлый раз выводили иглу, и вывожу свою иголочку из следующей кромочной петли. В следующий раз мы в эту же петельку будем вводить иголочку. Вводим свою иголочку с этой стороны в предыдущую петлю, из которой мы в прошлый раз выводили иглу. И из следующей уже петли выводим иглу. Вот таким вот образом. Обратно в предыдущую кромочную петлю ввела иглу, из следующей вывожу.
И вот таким вот образом мы с вами сшиваем полностью весь шов. Вот такой вот шовчик красивый, аккуратный у нас с вами получается. Это получается наша лицевая сторона, это получается наша изнанка. Манжет сшит. Теперь соединяем с пяткой. Ищем серединку данного полотна и продеваем иголочку в серединку. Вот таким вот образом. И сейчас изначально я сошью вот эту вот часть. Сшиваем вот эти вот части равномерно. Таким же способом, получается, вводим свою иголочку в одну кромочную дужку петли, выводим через следующую кромочную петлю. С одной стороны, со второй стороны также ввели в одну кромочную петельку, вывели через следующую кромочную петлю данную иголочку. Обратно в предыдущую кромочную петлю вводим иголочку, из которой мы в прошлый раз выводили иглу. И выводим иглу через уже следующую кромочную петлю. С одной стороны, со второй стороны также вводим иголочку в предыдущую кромочную петлю, из которой выводили в прошлый раз иголочку. И выводим через следующую кромочную петельку. И вот таким вот образом сшиваем данный шов. Шовчик мы сшили, далее смотрите, вот это вот пяточка. Пяточка сшивается изначально вот этот шов, а затем только вот этот длинный шовчик. Поэтому я складываю нашу заготовочку вот таким вот образом и сшиваю далее вот этот шов. Сшиваем все одинаково. Получается, сначала соединяем данные две стороны, а затем вводим иголочку в одну кромочную петлю, выводим через следующую, в одну кромочную петлю, выводим через следующую. И таким образом сшивайте данную пяточку. Шовчик для пяточки сшит, мы его разровняем. Вот такой вот красивый шов получился. Далее рабочую нить выводим на изнаночную сторону. И по изнаночной стороне сейчас по данному шву я протяну рабочую нить вот в этот уголочек, для того, чтобы нашу нить не обрезать сквозь петли шва. Только обязательно разравнивайте все швы, чтобы ничего потом не стягивало ваш следок. Я вывела рабочую нить в данный уголочек и теперь сшиваем точно таким же образом данный шов. Получается, вводим иголочку в одну кромочную петлю задушку, которая располагается ближе к изнаночной стороне. Выводим иголочку через следующую кромочную петельку. Это с одной стороны, со второй стороны также. Вводим иголочку в предыдущую кромочную петлю, из которой в прошлый раз мы выводили иглу. Выводим иглу через следующую кромочную петлю. В следующий раз мы будем вводить иголочку в эту кромочную петлю. И далее вот таким вот образом сшиваем данный шов. Вот такой вот шов у нас с вами должен получиться с лицевой стороны. Вот так вот с изнанки. Все ровно, гладко и аккуратно. Далее рабочую нить выводим на изнаночную сторону, закрепим по изнанке и обрежем. Одну сторону следка мы с вами сшили, теперь нам осталось сшить вторую сторону следка. Сшиваем таким же образом. Изначально пришиваем пяточку к манжету, затем сшиваем саму пяточку, где мы делали убавки-прибавки, и затем вот этот вот длинный шовчик сшиваем. Сшиваем данный шов самостоятельно, таким же образом, как мы сшивали вот с этой стороны. И после того, когда мы сшили с вами все швы, спрятали все кончики, вот такие вот следки в виде носочек получились. Смотрится очень красиво, вяжется совсем легко. Швы получаются аккуратные, гладенькие, никаких выступов по данному шву нету, дискомфорта вашей ножке данные швы не принесут. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подписываемся. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотры, всем пока-пока.